Бандиты уже собирались убить старика и сжечь его дом. Канистра с бензином была открыта, спичка наготове. Казалось, что помочь ему больше некому. Но вдруг из глубины тайги раздался такой рев, что у людей похолодела кровь. То, кто вышел на зов старого лесника из темной чащи, заставило бандитов в панике бежать, забыв о своих угрозах. Говорят, что в лесу нет зверя страшнее хищника. Но жизнь часто показывает другое. Самые опасные существа ходят не на 4 лапах, а на 2 ногах, в дорогих костюмах и с уверенными улыбками. А тот, кого люди привыкли бояться, иногда оказывается единственным, у кого еще осталось чувство чести. Эта история произошла в глухой сибирской тайге. Среди старых кедров жил лесник Николай Сергеевич. Почти 40 лет он провел на своем кордоне. Тайга стала ему домом, а звери — соседями. Он знал каждую тропу и каждый овраг. Однажды ранней весной, обходя участок, Николай Сергеевич услышал слабый писк из низины. Спустившись, он увидел медвежонка, попавшего в старый браконьерский капкан. Лапу малыша сжимали ржавые зубья, он почти не мог двигаться. Лесник понимал, где-то рядом медведица, и встреча с ней может закончиться плохо. Но оставить зверька погибать он не мог. Перекрестившись, он накрыл медвежонка телогрейкой и осторожно разжал капкан. Лапа была сильно повреждена. Старик промыл рану водкой, перевязал тряпкой и положил рядом кусок хлеба с медом. В этот момент в кустах раздался треск. Перед ним поднялась огромная медведица. Николай Сергеевич замер, мысленно прощаясь с жизнью. Но зверь не напал. Медведица втянула воздух, почувствовав запах меда и лекарства, внимательно посмотрела на человека, тихо рыкнула на детеныша и увела его в чащу. Тогда лесник еще не знал, что это был его 2-й день рождения. Прошло 5 лет. Случай почти забылся, хотя иногда возле дома появлялись огромные следы. Охотники говорили, что в этих местах живет большой медведь и никого не подпускает. Самого лесника зверь не трогал. Иногда Николай Сергеевич оставлял на пне рыбу или мед, и к утру все исчезало. Но однажды осенью к кордону подъехали 2 черных внедорожника. Из них вышли 4 крепких мужчин. Главный, ухоженный тип с золотой цепью, представился Андреем Викторовичем и заявил, что землю купили под элитную базу отдыха. «Собирай вещи, дед, час тебе», — холодно сказал он. Лесник пытался объяснить, что живет здесь всю жизнь и документы у него в порядке. Его не слушали. Один охранник толкнул старика в грязь, другой принес канистру бензина. «Не по-хорошему, будет по-плохому», — усмехнулся бандит, обливая крыльцо. Николай Сергеевич понимал, что один против этих людей ничего не сделает. Он закрыл глаза, готовясь к худшему. И вдруг тайгу разорвал мощный рев. Из чащи, ломая кусты, выскочил огромный бурый медведь. Шерсть стояла дыбом, а на правой передней лапе был заметен старый шрам. Люди растерялись, оружие осталось в машинах. Медведь не напал сразу. Он с разгона ударил ближайший внедорожник, перевернув его и смяв металл. Стекла разлетелись. Мужчины в панике разбежались. Один полез на дерево, другой спрятался за машиной. Зверь поднялся на задние лапы и снова заревел. В этом реве звучало предупреждение. Когда незваные гости бросились бежать, медведь опустился на 4 лапы и посмотрел на лесника. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Во взгляде зверя было узнавание. Фыркнув, медведь спокойно развернулся и ушел в лес. Перепуганные хозяева жизни быстро уехали и больше не возвращались. По округе пошел слух, что лесника охраняет сам дух тайги. Николай Сергеевич починил крыльцо и вечером, как всегда, поставил на пень миску с медом. Он часто думал о том, сколько благодарности бывает в звере и как редко ее можно встретить в людях. Медведь мог уничтожить его обидчиков, но лишь защитил свой лес и человека, который когда-то спас ему жизнь. И старик понял простую истину. Пока человек остается человеком, сама природа становится на его сторону.